та ситуация, которая у вас сложилась, вот с этим ощущением, это нормальное ощущение, к нему приходит каждый ищущий. То есть у вас есть какой-то потенциал, который лежит на поверхности. Вот человек почему приходит, например, к поиску? У него начинают раскрываться тонкие тела. Он начинает видеть, что мир не совсем то, что про него проговорят. То есть там говорят, там что-то религиозники говорят, ну вот там Иисус Христос, небеса, там Бог. И он начинает чувствовать, что вроде что-то есть, но это не так, как оно есть. И он пытается искать. Вот. Начинают у него раскрываться какие-то тонкие тела, поскольку он начинает искать, действовать как-то. То есть появляется чувствительность, он начинает какие-то вещи чувствовать, констатировать, осмысливать их. То есть те тела, которые уже были наработаны, он их доводит до состояния уже, когда ими можно отчасти пользоваться. Потом приходит к точке, когда то, что было наработано, у него, скажем так, раскрыто до своего логического, скажем, до своей логической нормы. Вот. Чтобы развиваться дальше, в его сознании должна пройти определенная трансформация. То есть там должна произойти что-то с трансформацией эмоций, что-то с трансформацией сознания, то есть трансформацией мыслительного процесса. Должен накопиться определенный потенциал, прежде чем произойдет следующее открытие и следующий клапан откроется. Тогда мир еще раскроется, станет еще более глубоким. То есть будет больше ощущений, больше понимания, как бы, будет другая реакция на окружающий мир, то есть отношения изменятся. Но чтобы это произошло, у человека должно скопиться определенное количество опыта. То есть отношения, понимания, информации, то есть некая критическая масса. И потом, когда она накапливается, происходит толчок, еще открывается некоторая дверь, и мир еще раскрывается. Это также, когда вот занимаешься, ну, предположим, той же самой ниндзюцу, и вдруг в определенный момент чувствуешь, что у тебя просто по позвоночнику пошла энергия. Думаешь, что это такое? Какой-то странный озноб. Потом тебе говорят, это энергия, то есть у тебя физическое тело вышло на тот уровень, когда начинает раскрываться энергетика. Ты понимаешь, что есть энергетика, что это вот такое вот. Это как будто для тебя открылась еще какая-то дверца, что оказывается вот это и есть. Что вот ты слышала про них, кто-то говорил, но это было как философия. Ну, кто-то там говорит что-то, может есть, может нет. Тебе это произошло. Потом это следующий раз пошло, потом третий раз. Потом четвертый раз ты попробовал, например, это сделать самой. Это пошло. Вот. Потом четвертый раз тебе сказали, а этим можно управлять. Тебе показали, что такое энергетические каналы, как они работают, что такое чакры, как с ними нужно делать. Ты начинаешь с ними работать, у тебя что-то получается. Ты понимаешь, что еще существует мир энергии. Ты уже рассматриваешь человека не только как там, большого, красивого, там, толстого, веселого, а ты чувствуешь его как энергетическое существо. И ты понимаешь, что энергия, какова энергия, такой и человек. Начинаешь читать, начинаешь управлять, учишься контактировать на уровне энергии с людьми, учишься защищаться на уровне энергии, учишься кому-то помогать, учишься общаться с деревьями, с минералами, с растениями, с животными. То есть еще как бы разговора прямого нет, но ты уже можешь на уровне энергетики какую-то информацию. Однажды приходит, когда этого опыта набирается очень много, в один момент может даже выключиться ум, включиться одно восприятие. Ты, возможно, начнешь видеть какие-то образы. То есть смотришь, по комнате какой-то странной пучечки света летают. Думаешь, что это такое? Со временем это будет раскрываться, ты начнешь различать, что это живые существа, что с ними можно общаться. Какие-то живые существа, они дружелюбные, какие-то нейтральные, какие-то агрессивные. Ты думаешь, так. Этот коричневый, этот неприятный, так, его надо избегать, от него нужно закрываться, так. Ты начинаешь с помощью энергетики, с помощью мыслительных образов вставлять вокруг себя защиту, так, и видишь, что происходит. Потом начинаешь со временем пытаться почувствовать, например, этих светлых существ и что они такое делают. Оказывается, потом однажды слушаешь, как у тебя в голове прозвучал какой-то вопрос. Начинаешь чувствовать, что это за вопрос, кто его задает. Чувствуешь, что тот, кто задает, он очень дружелюбный. Постепенно учишься с этими существами разговаривать. И это идет дальше и дальше и дальше. А однажды во сне, например, ты засыпаешь и попадаешь в какой-то странный мир, когда все яркое, все насыщенное, когда как будто попадаешь в рай. То есть, потом во сне подходит какое-нибудь существо и говорит, вот ты попала в тонкий мир. То есть ты просыпаешься, ты вся в поту, ощущения такие, как будто ты выиграл приз в 10 миллиардов рублей. И постепенно постепенно этот процесс. То есть, в какой-то следующий момент приходит умение астральных путешествий. Ты уже осознанно, не засыпая, выходишь из тела, выходишь за пределы планеты, видишь планету со стороны, движешься к Солнцу, видишь планеты, выходишь за пределы Солнечной системы, видишь другие звезды, вплоть до посещения планет, где живут другие существа. И тогда мир вообще переворачивается. И все, что тебе говорят люди, становится отчасти правдой. Ты понимаешь, что нужно жить среди людей, что нужно общаться, контактироваться, что-то делать полезное, но ты понимаешь, что жизнь, что Вселенная — это нечто большее.
кто бы тебе что ни говорил, как бы мама не трясла иконой, там, вот это Иисус Христос, это Библия, ты понимаешь, что вот это вот только картинка, а есть реальный мир, которого ты касаешься, есть реальное ощущение, есть реальное видение, и приходит время, ты со временем можешь это уже продемонстрировать, когда ты можешь кому-то помощью, как у меня сейчас получается передавать то, что говорят ангелы. И когда человек чувствует, что идет какая-то энергия, какое-то качество, которое его вводит в некое состояние, он тоже начинает меняться. Еще есть мир энергии, когда можно человеку, например, помочь на уровне энергии. Например, человек очень устал, и можно, скажем так, почистить его или дать ему прилив энергии. То есть договориться можно, например, с ангелом и вместе работу произвести, например. Человек начинает к тебе очень серьезно уже относиться. Ты вроде девочка, там, 25, там, 30 лет. Ну, 30 лет, конечно, уже не девочка, потому что сейчас многие девочки уже в 30 еще как девочки выглядят. И тут такое делают. Те люди начинают по-другому относиться. То есть ты попадаешь в другое общество, ты попадаешь в общество, начинаешь искать, и попадаешь в общество людей, которые говорят на этом языке, у которых такой же опыт. У вас жизнь становится другой. Ты начинаешь общаться с людьми, которые тоже где-то были, что-то это видели. Ты узнаешь много интересной информации. Люди делятся, что они переживали то же самое. Но у них опыт был не совсем такой, он был немножко другой. Это очень интересно. Ты начинаешь общаться с людьми на уровне энергии, например, на уровне мысли. Есть у тебя подруга, которая этим тоже занимается. И вы сидите дома, не используя мобильный телефон, общаетесь с ними. То есть там ты посылаешь какой-то сигнал, она тебе. То есть ты как бы переходишь на другой момент, другой уровень развития, то есть на другой уровень общения. То есть пока ты все это делаешь, ты автоматически развиваешь свои определенные тонкие тела, оболочки. Они естественные, они есть у каждого человека, но они обычно в примитивном состоянии, они начинают развиваться. Со временем ты начинаешь эти оболочки видеть. Ты видишь, что вокруг человеческой головы есть нимб, тот самый, который рисует там на иконках. Только он не такой, как рисует на иконках, а другой. Это шарик, он разноцветный. Потом ты идешь дальше и видишь, что вокруг человека есть шар определенный. Видишь его энергию, начинаешь видеть человеческие мысли. Думаешь, понимать, о чем люди думают. То есть весь мир меняется, и как будто ты уходишь, ты остаешься в этом мире, но уходишь в совсем другой мир. Ты понимаешь, что как будто ты жила в маленькой коробочке в темной, и вдруг ты вышла за пределы этой коробочки. Это только часть пути. И чем дальше, тем мир более раскрытый и более интересный. Будет обратная, конечно, сторона, будет какой-то негативный опыт. Где-то можно, занимаясь энергетикой, что-то перестараться, там, и что-нибудь может сломаться, например, и потом будешь восстанавливать. Или, например, вышла там в астрал, и там какой-то недоброжелатель появилась склока. И ты думаешь, как бы из этой склоки выйти, и как бы там сильно не пострадать. Бывают какие-то накладки. Или вдруг тебе начинает присматриваться какой-нибудь там, предположим, черный маг или что-то такое, всякое, потому что Бог дает нам разный опыт, то есть Вселенная это разный опыт. И ты начинаешь учиться, что с этим делать, как с этим работать. Но назад уже пути нет, потому что возвращаться обратно в тот мир, где ты жила, где ты просто работала, где ты просто кушала, тусовалась, там, где бегала с бутылкой пива там, и смеялась на всякой чепуху, ты уже не можешь. Ты понимаешь, что мир это нечто большее. Когда у тебя открывается тонкое зрение, ты видишь, что такое алкоголь, ты видишь, что он делает с энергетикой человека, там, ты видишь, что происходит, когда человек ест мясо. Например. Ты чувствуешь, что на этом мясе есть программа, там, страх животных, которых убили. То есть, и ты меняешь свое питание, поскольку больше не можешь есть вот этот кусок, скажем, этот кусок, как сказать, кусочек трупа, на котором еще состояние страха и жути. То есть ты видишь, как твой организм реагирует на такие продукты, видишь, как организм других людей реагирует на продукты, что происходит на энергетике, когда человек ест одну еду или другую еду. Ты начинаешь видеть, что находится в продуктах. Вот берешь яблоко и понимаешь, что вот в яблоке что-то, какая-то трава есть. Да, там, или там берешь йогурт и понимаешь, что это есть нельзя, что вот это что-то несерьезное, например. Или тебе, наверное, дают, например, показывают, знаком, смотри, у меня вот тут бриллиантовые серьги. Ты берешь, нет, это не бриллиант, это, наверное, у тебя фианит. Ну откуда ты знаешь, что фианит? А я чувствую, бриллиант он не такой, у него другая энергия. Какая энергия? Вот такая вот. То есть весь мир начинает раскрываться, но прежде чем происходит следующее раскрытие, следующий этап, ты собираешь определенный опыт, определенное состояние, как будто ты развиваешь те тела, которые есть, до максимума. И в этот момент должно поменяться твое сознание, твое отношение к миру. То есть ты, например, успокоила свои чувства, там, научился останавливать внутренний диалог, твое мировоззрение, отношение к окружающему миру поменялось. Там, сверху видят, так, девочка поспела, она уже в том состоянии, что можно помочь ей приоткрыть следующий барьер. Там, тебе приоткрыли его, так. Пошло что-то. Это вечный процесс. Потом тебе может прийти какое-то более тонкое состояние сознания. Например, ты села немножко помедитировать, да, и в определенный момент все выключилось. И вдруг ты
предположим, после 3-часовой медитации, 2-часовой, неважно, вдруг что-то произошло, и как будто твой ум раскрылся. Ты чувствуешь тишину, радость, благость. Потрясающее состояние, как будто ты летаешь, и как будто мир замечательный, сверкающий, а ты как будто какой-то прекрасный цветочек в огромном поле сияющих вещей. Ну, потом ты прочитала в книжке, что это называется нирвана. Думаешь, ага, вот она какая нирвана. Вот ты какой цветочек аленькой. Потом нирвана уходит, и ты сожалеешь, как же так, это так хорошо было, почему оно ушло. Потом тебе объясняют, что у сознания хватило сил, чтобы удерживаться в этом состоянии такое-то время. Потом однажды оно вернется, и ты опять это почувствуешь. Потом, возможно, со временем научишься его на какое-то время возвращать. Потом поймешь, что это не главное, и что нужно научиться менять сознание, тогда оно само станет таким. И ты начинаешь заниматься какими-то определенными вещами. Там, в нидзуцу вы сидите в медитации, ты учишься контролю своих чувств, контролю своих мыслей ровно настолько, что механизм начинает выключаться только по одному этому намерению и держится столько, сколько надо. То есть, и постепенно раскрывается много возможностей, много важных деталей, и они становятся образом твоей жизни. И ты уже не просто человек, нельзя что-то втюхать, тебе нельзя дать подделку и сказать, что вот это подделка, да, то есть тебе нельзя там подсунуть кусок стекла и сказать, что это бриллиант, ты это уже видишь. Тебе нельзя подсунуть какое-то яблоко, сказать, вот кушай, это вкусно и полезно. То есть ты уже видишь, что в этом яблоке столько пестицидов, там столько химии, что это еще ГМО, и что от этого яблока пользы никакой не будет. То есть это уже, ты как будто живешь уже в другом мире. И в том же мире, в котором ты жила прежде, и уже в другом мире, поскольку раскрылись двери, и ты видишь его более широко. Ты приходишь, предположим, уезжаешь куда-то за город, ходишь там в какой-то цветущий луг, и ты тут чувствуешь, что все растения живые, что они могут с тобой разговаривать, что у них есть своя энергия, ты чувствуешь эту энергию, ты чувствуешь, были раньше цветы, и сейчас есть цветы, они были красивые, но ты сейчас вдруг видишь, насколько они красивые, насколько они потрясающие. Потом ты начинаешь чувствовать более глубоко запахи, ты начинаешь чувствовать, что эти цветы живые, что с ними можно общаться, что от них есть энергия. Ну, таких событий в жизни может быть очень много, и они разложены по некоторым этапам. Прежде всего, ты открываются каждый раз, в определенный момент ты приходишь к определенному барьеру и чувствуешь, что как будто ты вот застрял, ты вышла из маленькой коробочки, ты понимаешь, что ты в другой, в более большой коробочке, но ты тоже застряла в этой коробочке, есть еще что-то большее. Ты чувствуешь, что вот ты уперлась, что потолок. И какое-то время нужно работать над собой, еще больше научиться контролировать свои чувства, доводить свое внутреннее состояние до ровного, стабильного и чистого. Еще тоньше нужно учиться работать с ментальным диалогом, нужно его отключать и находиться в ровном, гармоничном состоянии. Еще больше надо работать с тем, чтобы энергетика была еще более сильная и более сильная защита, чтобы тело было легкое и здоровое. Когда ты накапливаешь этого качества, ты чувствуешь, что как будто вот эта дверь начинает дрожать. И в определенный момент садишься в медитацию, начинаешь, предположим, дышать, либо начинаешь внутренний поиск, эта дверь открывается. Может быть, это будет, когда ты будешь там с мастером на нидзуцу, может быть, тогда, когда ты будешь где-нибудь стоять в магазине с цветами и любоваться на цветок. Когда скопится это состояние, эта дверь откроется, тебе даже помогут. И вот эти как бы моменты, когда ты чувствуешь, что ты уперлась, это означает, что ты накопила некое критическое количество информации, когда ты можешь выйти дальше. Но чтобы выйти дальше, опыт должен быть как бы кристаллизован, состояние должно измениться до той нормы, после которой можно перейти дальше. То есть ты уже уперлась в потолок, но еще немного недостаточно. И это нужно себе доделать до конца. И как только ты это делаешь, достаточно небольшого усилия, и ты выходишь дальше. Причем это, скорее всего, произойдет спонтанно. То есть ты можешь это пытаться делать, ты можешь не пытаться, ты можешь просто жить своей естественной жизнью и стремиться. И в определенный момент это произойдет само. В любой момент. Это может произойти когда угодно. Когда ты стоишь на рынке, когда ты едешь в машине, когда ты занимаешься нидзуцу, когда ты ешь там, сидишь за столом и кушаешь, когда ты с кем-то разговариваешь, вдруг что-то услышал и что-то произошло. Таких случаев в истории очень много. Там, я как-то читал книжку про просветление. Вот такой-то, такой-то мастер пришел на рынок что-то покупать, услышал там, как кто-то что-то говорит про рыбу и просветлел. Другой сидел у реки и услышал, как в реку упала птица, и это произошло. Другой там что-то пек хлеб, положил хлеб на стол, и вдруг это произошло. То есть это будет, скорее всего, произойдет спонтанно. К сожалению, просто в христианской традиции люди фактически ничего не учат, там в основном водят за нос и там одевают ошейники. А в некоторых традициях этому учат. То есть в буддизме чему-то учат, то есть чему-то учат там
предположим, в индуизме, там, даже кришнаиты, у них даже кое-что есть, там, у зороастрийцев что-то есть, у наших предков славян, в ведических практиках были эти вещи. И там этим вещам учили, то есть это было знание, которое передавалось. То есть если ты родился в семье священника, то волхва там, или мага, давалось какой-то больше информации, именно вот связано с таким миром. Если ты родился в семье воина, и ты предусматриваешь, что ты будешь, например, женой воина, то тебе давалась немножко другая информация, немножко другой срез. Там, если ты ремесленником, тебя учили немножко другому, там, или купцом третьему. Но всегда была эта информация, человек знал, куда он идет, почему, как он. То есть он все свое детство, его не обманывали, не кормили его неправильно, то есть его ориентировали в нужном направлении. Это происходило фактически само. К сожалению, современное воспитание, оно еще даже не приблизилось к настоящему этому разумному, в котором рассказывается про человеческое существо, более тонко, про окружающий мир. И поэтому мы сами пробиваем дорожку во всех этих направлениях. То есть, ну, раз вы пошли по этому пути, это самое главное, как говорят самые великие учителя, главное не то, что ты что-то достигла, не достигла, важно, что ты поняла ситуацию, ты встала на путь, и ты идешь. Важно, что ты по этому пути идешь, а раз ты идешь, ты уже достигнешь, что ты уже не сидишь на одном месте, и ты вот не в состоянии инерции, что ты не деградируешь, а ты уже идешь в нужном направлении. Потому что если ты идешь, ты рано или поздно все равно придешь. Потому что у Вселенной много времени. Но важно, что та энергия, которую в тебя вкладывает Бог, она уже действует целенаправленно. И твое время уже работает на тебя. Так что, Маша, по поводу потолка, это, скорее всего, та ситуация, когда нужно полученный опыт и знания кристаллизировать, изменить еще в некоторой степени ум, свое отношение к окружающему миру, еще немножко, видимо, поработать с чувствами. И тогда, когда ты достигнешь определенного качества, появится возможность открыть скажем, эти следующие двери, чтобы выйти в следующий мир и получить следующую гамму красок мира, его качества, его возможностей. Я во многом рассказываю про свой опыт. То есть я тоже как бы через это проходил энное количество лет назад.